Здравствуйте. Сегодня мы поближе рассмотрим, один из самых таких амбициозных российских проектов в оборонке — тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник». Да, тема интересная. Говорят, он и умный, и малозаметный, и очень быстрый, и, что важно, вроде как уже применялся в реальных боевых условиях. Именно. Вот давайте попробуем разобраться, что это за машина, каковы ее возможности и, какое место она может занять в будущих конфликтах. Что нам говорят источники? Разработка ОКБ Сухого — это понятно. Схема «Летающее крыло» — это классика для снижения заметности. Тут все логично. Да, форма знакомая. Задача у него шире, чем просто разведка или удар. Ключевое — это работа в связке с истребителем Су-57. Вот это уже что-то новое. То есть не сам по себе летает? Может и сам, но вот эта связка — это, так сказать, главная фишка. И это уже не теория. Есть данные о нескольких построенных аппаратах, опытных, предсерийных. Один даже модернизированный с плоским соплом. То есть чтобы еще менее заметным быть. Совершенно верно. Это как раз для стелс-характеристик критично. Уменьшают тепловой след. Понятно. А что по скорости? Упоминается цифра аж до 1400 км в час. Это, очень быстро для беспилотника. Да, это действительно много. Двигатель там сейчас АЛ-41Ф, такой же, как на Су-57 стоит. Один из вариантов. То есть мощный. Безусловно. Такая скорость позволяет ему быстро реагировать, выходить на цель, уходить от угрозы. Шансы на выживание выше. Но это, так сказать, текущий вариант. А что дальше? А дальше в планах вот тот самый новый двигатель уже с плоским соплом. Это не просто деталь поменять, это качественный скачок в плане малозаметности. И тепловой, и радиолокационный. И при всей этой скорости и стелсе он еще и тяжелый. Масса 20, даже 25 тонн. Это ж как истребитель почти. По массе, да, в лиге тяжеловесов, сравнимый с некоторыми истребителями. 20 тонн — это, скорее всего, ранний прототип весил, а 25 — это уже, видимо, оценка для серийной машины с полной боевой нагрузкой и топливом. И что дает такая масса? Больше бомб везти? И бомб, и ракет, да. Значительная боевая нагрузка. Плюс большой запас топлива, а значит дальность и время полета. Он может внести серьезное вооружение, не хуже пилотируемых ударных самолетов. А как у него с мозгами? Он сам все решает или им управляют? Он спроектирован для разных режимов. Может и автономно лететь по заложенной программе. Может управляться оператором с Земли. А может получать команды и целеуказания прямо от Су-57 в воздухе. То есть гибкая система? Очень гибкая. И, что важно, говорят о способности самостоятельно распознавать цели, выбирать приоритеты и работать в условиях РЭБ, радиоэлектронной борьбы. То есть если связь подавят, он не должен превратиться в бесполезный кусок железа. Похоже на то, как, отправляешь опытного разведчика в тыл врага, дал задание, а дальше он сам по обстановке. Да, аналогия неплохая. А вот работа в паре с Су-57 — это совсем другая история. Это уже тактика меняется. Каким образом? Он просто помогает? Не просто помогает. Он становится верным ведомым, но таким, который берет на себя самые опасные задачи. Представьте, нужно подавить ПВО противника. Опасно. Вот именно. Туда можно послать охотник. Или атаковать сильно защищенный объект. Или даже просто отвлечь огонь на себя. Сработать ложной целью. А Су-57 с пилотом на борту остается чуть позади, в большей безопасности. То есть рискуют машиной, а не пилотом и дорогим истребителем. Совершенно верно. Перераспределение рисков — это на самом деле одна из ключевых идей таких вот связок. Звучит логично. И, как вы сказали, это уже не теория, было применение в Украине. Да, есть сообщение, что охотник использовался для нанесения ударов. При этом нельзя не упомянуть о потере одного аппарата. Да, об этом писали. По имеющимся данным, там был обрыв связи, и чтобы технологии не попали к противнику, было принято решение его уничтожить. Это, конечно, неприятный момент, но... Но это показывает, что его реально используют в бою, а не на полигоне. Именно. Это реальная боевая обкатка со всеми рисками и сложностями. Любой опыт, даже такой, дает бесценную информацию для доработки. А если сравнить с другими странами, ведь не только Россия такие дроны делает. Конечно, это мировой тренд. У американцев есть MQ-28 Ghost-Bat, разрабатываемый с Австралией. У Китая JJ-11 Sharp Sword. Турки делают свой Байрактар Кызыл Элма. Он тоже реактивный.
Ну и прототип X-47B американский нельзя забывать, он во многом задал планку. И как охотник на их фоне? Ну, судя по заявленным характеристикам, масса, скорость, потенциальная нагрузка, дальность, охотник метит, так сказать, в высшую лигу, по крайней мере, по задумке. А цена вопроса? Оценки гуляют от 25 до 50 миллионов долларов за штуку. Да, разброс есть, зависит от комплектации и серийности. Это, конечно, дороже большинства обычных БПЛА, но значительно дешевле истребителя пятого поколения, того же Су-57. То есть он должен быть достаточно расходным, чтобы оправдать риск. Ну, в каком-то смысле да. Эффективным, но не настолько дорогим, чтобы его потеря была катастрофой. Баланс нужен. Он должен стоить своих уникальных возможностей. И когда их ждать в войсках? Говорят про 2025-2026 годы. Реально. Планы амбициозные, да, но проект явно в приоритете. Посмотрим. Ожидается, что будет идти дальнейшая модернизация, интеграция с Су-57 с другими системами управления. Итак, подведем итог. С-70 «Охотник» — это, похоже, не просто еще один беспилотник. Это действительно шаг к новой концепции войны в воздухе для России. Быстрый, тяжелый, умный, автономный или ведомый и уже проверенный в бою. Да, все так. Несмотря на сложности, на потерю, проект очевидно развивается. Идея беспилотных ведомых автономных ударных систем, она вот воплощается в металле и летает. И вот тут возникает вопрос уже для размышления. Если такие машины, быстрые, малозаметные, с искусственным интеллектом, тяжелым вооружением становятся реальностью на поле боя, как это изменит саму суть воздушной войны? Не только тактику, но и стратегию. Кажется, будущее наступает как-то очень быстро,